После того, что с нами сделали голландцы. В общем, мы решили выйти на улицы Киева, на центральные улицы Киева, узнаваемые всеми, и задать вопрос киевлянам или же гостям столицы, в общем, тем, кто на этих улицах был. После того, что с нами сделали голландцы, имеется в виду, конечно же, референдум, на котором власть Украины, я считаю, власть Украины получила смачный поджопник. Стоит ли нам отказаться от голландских тюльпанов или от голландского сыра? И мы получили ответы. Один ответ, я уверен, вас взбудоражит, потому что в центре Киева я такого не ожидал. Как минимум один ответ вас взбудоражит, но остальные, думаю, будут не менее интересны. Скажите, как нам адекватно отреагировать на то, что сделали голландцы? Отказаться от ввоза ихнего сыра или тюльпанов? А что они сделали? Ну, там же референдум был, не слышали? Нет, не слышал. Но они проголосовали против ассоциации с Украиной. Это плохо, это неправильно. Ну и как мы должны отреагировать? Ну, должны попытаться найти какой-то компромисс или компромат на них. И сказать, значит с ними Россия, значит Голландия с Россией, с Москвой, с Путиным. Или кто-то заказал, это неспроста. Голландия дружит с нами, насколько мне известно. И если они против ассоциации с нами, значит они кем-то проплачены, значит и кому-то интересно. Ну как вы считаете, стоит отказаться от их товаров, от тюльпанов, сыра? Это глупо, они сами сделают себе хуже тем, что они... Украина большой, можно сказать, покупает у них большое количество товара и продает. Это они глупо... А кто сказал, это на высшем уровне было? Если нас это экономически бьет, значит что-то дешевле у них покупать. Удержать товар, в суд подать, я не знаю. Что-то такое сделать. На то, что сделали голландцы. Запретить ввоз голландских тюльпанов или голландского сыра? Нічого не забороняти, хай все вводить. А чому не забороняти? Ви ж знаєте, як вони проголосували? Ні, не знаю, я не слідкую за політикою, тому це не до мене звертається. Да не знаю. Ну вы в курсе, как они проголосовали? Даже не в курсе. Ну они против ассоциации проголосовали. Да, вот как нам отреагировать? Может запретить ввоз тюльпанов или сыра? Что ты даст? Не надо запрещать, надо просто. Мы решили вот на власти на наши надавить, чтобы что-то делать. Это вы. Пан что это даст? Ничего даст. Тюльпан. Вы считаете, что нужно так вот запретить ввоз тюльпанов, да? Хотя нет, сыра лучше. А вы знаете, что произошло в Голландии? Ну, слышали частично. Ну, сильно не знаю. Как мы должны отреагировать? Да, на то, что сделали голландцы. Это их оценка всей нашей политики. Как мы себя показали, так к нам и относятся. Вот и все. Скажите, как адекватно отреагировать нам на то, что сделали голландцы? Запретить ввоз тюльпанов или сыра ихних? Я до політики далекий, я просто робочий, не хочу говорити за это. Ну вы в курсе, что там референдум был? Не слышал. Ну проголосовали против ассоциации с Украиной. Я говорить не буду. Я парень сільський, здесь приїхав на роботу, то я работаю на городі, в мене все своє. Не отказываться, просто принять это как мнение и думать о том, что нужно самим чем-то быть, а не ориентироваться кто-то, что о тебе думает. Кроме нас самих, нам никто не поможет, и реформы мы должны сами себя проводить, а не потому, что так требует ассоциация, еще что-то, или кто-то хочет, чтобы мы это завели. Смотрите, как нам адекватно отреагировать на то, что сделали голландцы? Отказаться от ввоза их тюльпанов или от сыра? И то, и другое это неадекватно, мне кажется. Ну они ж так проголосовали. Не знаю, честно. Отказаться от их тюльпанов или от их сыра? Скоріше за все, ні від чого не відмовлятись, тому що тюльпани прикрашають місто, а сир ми споживаємо. А як відреагувати на що там відбулося з референдумом? Не знаю, у кожного свої бачення. Особисто в мене, я не знаю, якось я нейтральний особисто. То, что сделали голландцы, отказаться от тюльпанов или от сыра ихних? Я не знаю, чесно кажучи. Я думаю, що певно від сиру. Ну так, ми ж можемо самі виробляти цей продукт. А
Тюльпани, напевно, потрібно залишити. Скажите, как нам адекватно отреагировать на то, что сделали голландцы? Отказаться от их тюльпанов или от их сыра? Я думаю, ни от того, ни от другого. А как? Ну, не знаю. Вообще-то это на усмотрение каждого человека считается. Ну, если так брать общественность, то я думаю, хотя у общественности разные мнения, поэтому я лично так ничего сказать не могу. Но я думаю, не стоит отказываться ни от того, ни от другого. Можно еще раз вопрос? Ну, как нам отреагировать на то, что сделали голландцы? Ну, запретить ввоз голландского сыра или тюльпанов? А что сделали голландцы? Ну, референдум же знаете, хорошо. И Голландия против того, чтобы Украина вступала в ЕС. Я вам просто скажу. Никогда Украина не вступит в Европу. Когда Бог раздавал землю, осталось 2 участка. Каменистая одна. Приходит грузин, говорит: Господи, дай землю, говорит, возьми. А где ты был, грузин? Говорит: гости у меня были. И осталась самая землянистая, плодородная земля, это Украина. Говорит: где ты был, хохол? На землю. Только на этой земле никогда не будет порядка. Пока на этой земле на церквах будут стоять кресты. Кресты ставятся только на гробах, как печать смерти. Пока в Верховной Раде будут сидеть поп, на этой земле никогда не будет порядка. Когда Моисей ушел из Рима, туда пришли книжники, фарисеи, сандукеи. Я понял. Извините, я вас перебью. Просто вот как вы относитесь к тому, что Украина, допустим, может отказаться от сыра, от тюльпанов? Это Украина от всех может отказаться. В ближайшее время будет воссоединение Украины, России, Кыргызстана, Белоруссии. Слава России! Спасибо. Сомнения, я повторю, слава России! А я сыра. Хотя я не буду отвечать на этот вопрос. Нет, извините, девушка я все даю тюльпан. Девушка даю тюльпан, я заикаюсь. Почему здесь сыр? Пускай везут и сыр, и тюльпаны. Это одно другому не мешает. У каждого свое мнение, я считаю. То, что они там проголосовали, это их дело, правильно? А тюльпаны и сыр. Причем на тюльпаны и сыр до этого решения. От сыра отказываться никогда нельзя, а от тюльпанов можно, потому что у нас есть ресурс свой, выращивать свои тюльпаны. И можем так само продавать, как и Голландия продает. Ну и в принципе у нас и сыр есть. У нас есть молочные области хорошие, которые могут вырабатывать этот сыр. Ну, Россию кормили сыром, целую Россию сыром кормила Украина. Сейчас просто Россия сделала эмбарго для нас. А голландский сыр, он вкусный, я ничего не имею против. Я не знаю, як сказати, але я сказав, що Україна – це багата країна. Саме багата країна. У нас є свій газ, свій буряк є, своя пшениця. Ми можемо приготувати всю країну. І ще й продавати. І продавати. І продати можемо. Я вважаю, що ми повинні відказатися від ЄС взагалі. Я не вважаю, що для нас ЄС – це якийсь показівник. Для мене ЕС должен нас проситься в Украину. Вони повинні проситися У до нас нас. 60% мирового запаса чернозема. Ничего не отказываться. А что нам отказываться? Ну вот референдум. Пользоваться и тюльпанами, и есть сыр. Да. А вот то, что они проголосовали против ассоциации. Это их мнение такое. Они высказали свое мнение. Имеют право. Я думаю, что голландцы правы. Порядка у нас нету. Нет, почему? Это их право. Они отказали и все. Что должно? Надо работать над страной дальше, а не отказываться. А вы как считаете? Я согласен. А как именно работать? Ну, в смысле, от проблемы, которые есть в стране, они отказали, потому что не видят смысла в сотрудничестве с Украиной. Европе Украина не нужна в таком виде, какой есть сейчас. Вот в этом весь вопрос. Если бы было выгодно, они бы согласились. А чё отказаться? Ну, они же на референдуме против ассоциации проголосовали. Правильно сделали. Правильно сделали. Виноват Порошенко. Вот он все. Весь ответ. То есть ни от чего отказываться не надо? Звісно. Не треба було Порошенку лізти, куди не треба. Якщо не дуж, не берись за уж. Або як кажуть. Взявся, зроби до кінця.